Всем привет! Сегодня мы с вами протестируем несколько USB зарядок. Однажды я потерял свою оригинальную зарядку от планшета Samsung. И так как оригинальная зарядка стоит дорого, хотел немножко сэкономить. Приобрел одну зарядку, вторую, третью, но все они были плохого качества. Все они не заряжали планшет. Сила тока, которую они выдавали, была недостаточно для зарядки планшета. Но сейчас я уже знаю, как приобрести зарядное устройство для планшета подешевле. И сейчас с вами хочу поделиться своим опытом. Сегодня у нас в обзоре будет 7 зарядных устройств, 5 зарядных устройств 220 вольт, одно зарядное устройство от батареек USB зарядное устройство, другое зарядное устройство для машины 12 вольт напряжения. И проверять мощность, проверять напряжение, силу тока мы будем с помощью вот такого USB вольтметра, амперметра, не знаю как назвать. Итак, у нас сегодня будет оригинальная зарядка Samsung. Опять же, да, то есть на каждой зарядке указаны цифры, указано напряжение, сила тока. И эти цифры, они просто вводят человека в заблуждение. Но всегда числа, да, то есть цифры вот эти, да, они не соответствуют реальности. Но напряжение, в принципе, если соответствует, а сила тока всегда будет меньше, да. И сегодня мы это проверим, посмотрим с вами. Подделка Samsung. Данное зарядное устройство легче оригинального в несколько раз, наверное. Стоит порядка $2, 130 рублей. Мы его продаем. Такая зарядка Никлин. Тоже, по-моему, стоит $5. Я потом ссылку точно дам в описании. Оригинальная зарядка Lenovo. Какая-то такая дешевая зарядка, да, 80 рублей или $1 стоит она. Ну и так далее, да. Так, давайте посмотрим. Первое. Оригинальное зарядное устройство Samsung. Написано, что выдает 2 ампера, сила тока 2 ампера, напряжение 5,3 вольта. Подключим, посмотрим. То есть для такого планшета будет достаточно около 500 миллиампер. То есть данный планшет можно заряжать от обычной USB, от компьютера. Но проблема в том, что если у вас он включен планшет, и у вас, допустим, стоит яркость на всю, у вас включен интернет, то данной силы тока будет недостаточно, и она должна быть порядка около 1 ампера, то есть 1000 миллиампер, да, то есть будет достаточно одновременно для зарядки, для того, чтобы вы пользовались планшетом. А так, в принципе, даже дешевая зарядка будет заряжать данный планшет, но только если он выключен. Итак, давайте посмотрим. Подключим оригинальное зарядное устройство Samsung. Подключим тестер, вольтметр, амперметр, мультиметр. Все, индикация появилась. Показывает то, что выдает напряжение 5,3 вольта, то есть как указано на самом зарядном устройстве. Подключим планшет и посмотрим, да, сколько будет сила тока. Итак, запустили. Показывает в среднем 1,3 ампера, то есть больше 1 ампера. Этого достаточно для одновременной зарядки планшета, и можно им одновременно пользоваться, да, то есть на полный интернет, подсветка, да, то есть он будет заряжаться. То есть в принципе, да, то есть это оригинальное зарядное устройство, да, то есть оно, соответственно, на это рассчитано, да, то есть на зарядку и одновременное пользование. И на ней написано 2 ампера. Обратите внимание, что USB ровно расположен в корпусе, да, то есть у дешевых зарядных устройств, у подделок, у них всегда что-то перекошен, порт перекошен, да, то есть видно, что вставляли его как-то непонятно, да, то есть данное зарядное устройство, соответственно, выполняет все функции, да. Дальше
То же самое зарядное устройство с виду, Samsung, тоже написано, что 5 вольт, 2 ампера. Видно то, что шрифты немножко кривые, да, то есть сразу видно то, что зарядное устройство это не оригинальное, да, то есть, соответственно, мы вставляем и сейчас его проверим. И видно то, что порт находится немножко криво, да, то есть вставлен в данное зарядное устройство, в корпус. Подключаем. Напряжение 5 вольт должно быть. Да, показывает 5,3, то есть как и в той зарядке, как и в оригинале, но напряжение должно быть меньше, так как это подделка. Вставляем и смотрим то, что напряжение, вот обратите внимание, да, напряжение всего лишь 0,4 ампера. То есть он будет, ну, планшет, соответственно, показал, что идет зарядка, хотя проценты батареи, они снижаются. Но будет заряжать его только в выключенном состоянии, да, то есть, а так он будет разряжаться. То есть оно, данное зарядное устройство, оно не предназначено, да, то есть для данного планшета. То есть оно выдает даже меньше, чем обычный USB 2.0 на компьютере, который выдает порядка около 500 мА. Это выдает 420 мА. То есть этого недостаточно. Вот, поэтому данная зарядка, она будет работать только когда ваш планшет выключен, будет заряжать. Так, погнали дальше. Вот, самое главное хотел сказать. Читайте форумы, изучайте. Многие люди уже попались, да, на такую привлекательную цену зарядок, приобрели их, и в итоге они не заряжают планшет. Ну, на форумах, да, люди советуют, да, то есть уже произвели закупки этих зарядок, наверное, сотни зарядок, и уже знают, какие из них хорошие. И вот данная фирма Никлин, она сама по себе зарядка недорогая, она не уступает оригиналу. То есть она заряжает, в принципе, как оригинальная зарядка Samsung. Вот. Хотя, не знаю почему, почему-то она сильно греется, да, то, что не знаю, сколько она проработает, но уже работает почти полгода и пока без каких-либо проблем. Давайте тоже ее проверим. Выдает она 5 вольт, как на ней написано, да, на ней написано 5 вольт и выдает напряжение 5 вольт, и силу тока 1,3 ампера. То есть 1,3 ампера стабильно показывает 1,3 ампера, то есть этого достаточно, да. Дальше Lenovo, тоже оригинальная зарядка, была куплена вместе со смартфоном. На ней написано 5 вольт, 1 ампер. Давайте посмотрим ее. Видно, что она выдает ровно 5 вольт, 1 ампер. То есть, в принципе, Lenovo, наверное, вот эта зарядка была самой близкой к тому, что указано на ней. То есть, как и есть, наверное, 5 вольт 1 ампер, так она и выдает. Хотя этого тоже не совсем достаточно для данного планшета, для данного экрана. То есть, да, где-то для смартфона это, в принципе, достаточно. Да, то есть, она же от смартфона, там экран меньше потребления, и, в принципе, ее будет достаточно для того, чтобы и заряжать, и одновременно пользоваться. Да, то есть, но здесь зарядка будет идти медленно. Да. Теперь вот такая вот дешевая зарядка. Стоит она всего 80 рублей или $1 примерно. Вот, тоже видно, что подделка. Видно, что, не то, что подделка, то, что низкого качества. Ничего на ней не указано. Указано просто, что 5 вольт 1000 миллиампер или 1 ампер. Вот так вот она простенько сделана. Маленькая очень, да, что интересно, в отличие от всех остальных. И опять порт вмонтирован в корпус криво. И понятно то, что данная зарядка низкого качества. Ну, показывает 4,3 вольта и силу тока 150 миллиампер. То есть 150 миллиампер это очень мало. И практически, да, заряжать она планшет не может. Не знаю насчет телефона. Это все с USB зарядками. Давайте посмотрим зарядку, которая заряжает от батареи планшет. Сколько она выдает? Продавец сказал, что она должна выдавать порядка 600 миллиампер, 5 вольт и всего лишь от двух батареек. Сейчас мы это проверим.
Соответственно, подключаем USB. Схемка эта недорогая, стоит всего порядка, по-моему, 50 рублей или 30. Соответственно, припаиваем плюс-минус, делаем как нам удобно. И подключаем ее к нашему тестеру. Пошла зарядка. Ну тоже, да, недостаточно, не знаю, надо, возможно, еще одну батарейку, третью взять, то есть тогда, может быть, будет заряжать. Сейчас она показывает 4,6 вольта, 4,6 вольта и 300 миллиампер. То есть, да, этого очень мало для зарядки планшета, но в каких-то, может быть, экстремальных условиях, то есть это будет полезно. Все-таки возьму я ради интереса третью батарейку и давайте посмотрим с тремя батарейками. С тремя батарейками уже показывает 450 миллиампер, то есть как USB в компьютере, USB 2.0 в компьютере. То есть, в принципе, то есть если уже с тремя батарейками, в принципе, этого достаточно для зарядки планшета в выключенном состоянии или для зарядки смартфона. И последнее, я хотел бы протестировать вот такое зарядное устройство для машины, в котором написано, что оно выдает 3 ампера, 5 вольт. Но опять, да, то есть это просто цифры, сколько его реальная сила тока. Все, подключил я данное зарядное устройство. Питание 12,3 вольта. Ну, в машине оно немножко больше, да, когда машина заведена. Пусть будет, поставим чуть побольше, 13 ради интереса. Вот там, допустим, 13,3, да. И проверим теперь, сколько будет сила тока от данного зарядного устройства. Подключим. Выдает данное зарядное устройство почти 900 миллиампер, 4,86 вольта, 4,9 вольта, 900 миллиампер. То есть, в принципе, этого достаточно для зарядки. Да? Итак, главный совет, который я вам могу дать, это если вы хотите приобрести если вы хотите приобрести оригинальное зарядное устройство, да, проблем нет. Вы идете в любой магазин и приобретаете, да, то есть будет она стоить порядка около 1000 рублей, но зато гарантированно будет работать. Если вы хотите приобрести зарядное устройство подешевле, порядка там 300-500 рублей, смотря какой курс доллара, да, то есть 5 долларов, там 7 долларов вы хотите потратить на зарядное устройство, и чтобы оно работало как оригинал, вам нужно просто посмотреть форумы, да, то есть загуглить, посмотреть форумы, почитать, и там будет многие люди уже с такими же вопросами, с такими же проблемами написали уже несколько страниц, какое зарядное устройство лучше, хуже. Вот я тоже почитал какой-то форум, выбрал такое зарядное устройство Никлин, стоит не очень дорого, когда стоило, да, когда курс еще был меньше. И в принципе оно работает как оригинальное зарядное устройство Samsung. Так что если поискать, то вы все найдете. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.